Всем доброго дня! Меня зовут Валерий Секержицкий. Я представляю вашему вниманию обзор воблера Lucky John Fit Minnow. Данная модель относится к категории, наверное, самых популярных, так называемых 110-х воблеров типа Minnow. Других версий и размеров этой приманки пока не выпускается. Что касается расцветок, то на сегодняшний день их 12 вариантов. Классифицируются они чисто по номерам, но среди цветового ассортимента можно найти и вариацию уже знакомого спиннингистам так называемого Mad Tiger, это цвет 309, и какие-то классические серебристые натуралы, как некоторые говорят, под плотвичку или под карасика. И классические серебристые натуралы, отличающиеся цветом брюшка или цветом глаз. И один из моих любимых цветов золотой, или как я его называю, под красноперку, это цвет 308. В целом цветовую гамму воблера Lucky John Original Fit Minnow 110 SP можно назвать оригинальной. Какие-то свои определенные особенности присутствуют практически у каждой расцветки. Когда мы вместе с супругой впервые тестировали этот воблер, жена у меня выбрала интересный цвет под номером 311. Вот такие серебристые бока, оранжевое брюшко и коричневая спинка с бирюзовыми краями. Вот такой вот оригинальный цвет. И выбрала она его, наверное, потому, что он показался таким самым красивым. И надо признать, что не прогадала. Первая щука достаточно быстро была и поймана как раз таки вот на эту расцветку. А у меня, что тоже неудивительно, и первой отметилась золотая 308 расцветка, причем произошло это еще до заброса воблера в воду. Я просто стоял на деревянном пирсе на одном из водоемов искусственных и смотрел на игру воблера, водя его туда-сюда на коротке. И в это время из травы у меня прямо, можно сказать, из-под ног выскочила щука и пыталась эту приманку атаковать. Вот такой вот интересный казус произошел еще до начала ловли. Далее во время ловли отметил у воблера хорошие полетные данные. На шнуре 0,13 мм и относительно недлинным спиннингом Lucky John One Sensoric Vantage 21 длиной 2,13 метра с берега Fit Minnow улетал примерно на 45-50 метров. Я потом специально померил, и даже был, признаться, немножко удивлен. Система дальнего заброса у данной модели выполнена в виде металлического цилиндра, который во время заброса перемещается вперед и назад, чем увеличивает дальность полета приманки и не способствует перехлестам. Этот цилиндрик ездит между пластмассовой направляющей и металлической проволокой. По этой причине Fit Minnow не шумит во время проводки, как, к примеру, шариковые приманки. И насколько я знаю, задача производителей как раз таки была сделать негромкий воблер. Кроме того, еще раз отмечу отсутствие перехлестов, о чем уже говорил. Многие миножки как раз таки страдают такой болезнью, но с лакиджоновской новинкой подобных проблем не возникало вообще. Хотя, конечно, как и при ловле другими воблерами, я обязательно привязываю к шнуру жесткий поводок. Это может быть струна металлическая, кто любит. У меня в данном случае титан используется в качестве материала поводка. Обращу еще ваше внимание на тройники. Всего их у приманки 3. Толщина проволоки, из которой сделаны крючки, мне показалась наиболее оптимальной. Она не совсем тонкая, чтобы разгибаться на крупной рыбе, но и не слишком толстая, чтобы позволять приманке отрываться на глухом зацепе, часто отрываться. В то же время не помешает напомнить про фрикцион. При поклевке трофея все-таки следует его отпускать, дабы крючки
не разгибались на рывках крупной рыбы. Ну, а если вы все-таки побаиваетесь, что это может случиться, то можно заменить крючки на более толстые, но я этого не делал. Среднее заглубление воблера Fit Minnow 110 SP я бы определил как 1,5 метра. Именно такое написано на упаковке приманки, и именно при такой глубине воблер начинал цеплять дно. А вот интересно, что в каталоге и в интернет-магазинах указано заглубление как 0,8-1 метр. Вот, я думаю все-таки, что это ошибка, и специально поэтому обращаю ваше внимание на данный факт. Ну и напоследок, самое интересное, это проводки данного воблера. Они могут быть довольно разнообразные. Fit Minnow сам и по себе работает активнее многих миношек, поэтому вполне подойдет даже обычная равномерная проводка или анимация методом Stop and Go, то есть движение с остановками. При так называемом хаотичном твичинге воблер тоже работает довольно привлекательно. Понравилась игра приманки на коротких рывочках с долгими паузами, отдавая на остановке шнур, чтобы позволять приманке отворачиваться примерно на 90 градусов. При этом на остановках воблер сохраняет чисто горизонтальное положение и не заваливается ни вверх, ни вниз. На так называемом сонном твичинге, который часто нравится пассивной щуке и нередко выручает на рыбалках, поклевок у меня лично не было. Впрочем, и другие подобные модели воблеров Minnow, именно с активной собственной игрой, у меня тоже хуже работают на медленных подтяжках, чем, например, на анимации с остановками при подмотке катушкой. Речь пока шла в основном про щуку. Безусловно, эта хищница будет основной добычей на воблер Lucky John Fit Minnow 110 SP. Может, конечно, попасться и крупный окунь, а в ночное время стоит попробовать половить судака на очень медленной проводке с долгими паузами. Это, например, у меня хорошо получалось с другим лакиджоновским воблером и похожей формы и размера, это Макора 110 SP. Что касается водоемов, то пока мы пробовали данную приманку только на водохранилищах. В основном это были участки с постоянной глубиной около 2 метров или же русловые ябровки примерно с такой же глубиной. Стоит пробовать Fit Minnow на неглубоких, медленно текущих реках. Желательно, конечно, не сильно закоряженных, чтобы воблер не цеплялся и не отрывался. А также на неглубоких озерах, либо с относительно ровным дном, либо на так называемых банках над растительностью. Данная модель не очень упористая и довольно послушная. При весе 17 грамм, производительными, кстати, заявлено чуть меньше, 16,5, комфортно получалось ловить спиннингом тестом до 18 грамм Team Salma Trena, а также упомянутым уже мной выше One Sensoric Vantage 21. Самым же мощным спиннингом, которым я ловил на воблер в Fit Minnow, был Trena до 24 грамм. И, наверное, для хорошей чувствительности и контроля игры приманки более мощный спиннинг я бы и не советовал использовать для данного воблера. Итак, напомню, я познакомил вас с одним из воблеров серии Lucky John Original. Думаю, Fit Minnow 110 SP приманка перспективная и должна заинтересовать любителей воблерной ловли.